Здравствуйте, меня зовут Майкл Найки, вы на канале «Популярная политика», и это наша передача «Честное слово». Здесь мы общаемся с самыми интересными экспертами, аналитиками, политиками, в общем, со всеми теми, кого вам интересно послушать. Пишите об этом, кого бы еще вы хотели увидеть, обязательно в комментариях, ну и пишите вопросы и к сегодняшнему гостю, и вообще не забывайте всячески поддерживать этот эфир вашими лайками, репостами, распространять его и всячески помогать ему, соответственно, существовать, потому что без вас этого эфира не существует. Как без вас не существует и всего того, чем мы занимаемся. Нас можно поддерживать на donate.fbk.world, на Патреоне можно подписываться. Это все возможно делать только с помощью вас, только вы влияете на то, существуем мы или нет. А сегодня у нас в гостях политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам присоединились. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Всегда с большим удовольствием. Дмитрий, конечно, сейчас внимание всех продолжает быть приковано к войне, и вообще все, наверное, что происходит, почти все, что происходит, это в том или ином виде война. Говорим ли мы о том, как увеличивается количество репрессий в России, принимаются новые законы, связанные с инагентами, говорим ли мы о том, что происходит в других странах и их отношениям, все это так или иначе связано с войной. И сегодня внимание многих приковано, конечно, вот к странным вещам, происходящих в Приднестровье. Не то чтобы я вас прошу залезать на территорию там, международного аналитика или что-то такое, но это одна из тех зон влияния российских, которую мы давно наблюдаем, и высказывания официальных российских лиц о том, что они очень обеспокоены тем, что там происходит, и, значит, очень надеются, что все хорошо, но и допускают, что они будут как-то дополнительно это все обсуждать, очень сильно волнует людей как в Молдове, так и за ее пределами. Скажите, пожалуйста, как вообще Владимир Путин и нынешняя власть видят этот мир? В том смысле, считают ли они Молдову независимой суверенной страной? Можем ли мы представить, что они будут пытаться делать там что-либо для того, чтобы изменить какой-то расклад, в том числе в текущей войне в Украине? И вообще, стоит ли людям переживать по поводу того, что там происходит, и как российские власти на это реагируют? Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Приднестровье – это, скажем так, последний форпост социализма, как в свое время именовал его господин товарищ Проханов, и, соответственно, тоже форпост русского мира в Европе. Но в представлении господина Проханова русский мир и Федеральная служба безопасности – это почти синонимы. Поэтому в Приднестровье власть захватила в свое время чекистская хунта. Там был представителем господин Шевцов, так называемый. Это, конечно, был его псевдоним. И директор Красного завода, красный директор, господин Смирнов. Они отстаивали советские ценности, но в связи с этим Приднестровье погружалось в такую вполне понятную мафиозную структуру власти, где всем руководили вот эти бывшие спецслужбисты и ныне действующие. При том, что значит, все было очень концентрировано в одних руках. Я напомню, что когда президентом России был господин Медведев, его возмутило, как человека, за которым стоял «Газпром», то, что Приднестровье, разговаривая и прикрываясь всякими там патриотическими лозунгами, отказывалось платить за тот самый газ, который получала из России. И очень умный господин Рогозин считал, что накопившийся долг, это порядка 7 миллиардов долларов, должна оплачивать Молдова, потому что Приднестровье является формальной частью Молдовы после войны 92-го, кажется, года. Ну так вот, смысл истории заключался в том, что потребители в Приднестровье и граждане, и производительные комплексы платили за этот самый газ. Платежи отправлялись в Приднестровский Газпромбанк, Газпром Приднестровье назывался, и дальше исчезали. То есть речь шла о примитивной коррупции, с какой всегда и связаны
такого рода чекистские режимы, которые контролируют территорию как частную собственность и с нее кормятся. Ну вот господин Шевцов с господином Смирновым особенно в этом деле преуспели. Тогда же Медведева это достало, и он потребовал начать судебное расследование, оно было проведено, а поскольку и Шевцов, и Смирнов были одновременно гражданами России, было выяснено, что имеет место банальное воровство. Их, конечно, не смогли найти, потому что они скрылись, как тогда нам сообщали, на территории суверенной Украины, а конкретнее говоря, в Крыму. С тех пор, как Крым присоединили, их тем более не могли найти. Но, правда, их заменили, на их место поставили других персонажей. Ну, короче говоря, это та опорная точка, где Россия держит военный контингент, правда, не очень большой, но там большой зато вооружение, склад вооружения еще советского образца, сильно устаревший. Сейчас Приднестровье, благодаря умной политике Владимира Путина, оказалось изолированным между ориентированной на Европу Молдовой и отчетливо направленной против России Украиной. До 2014 года Украина была нейтральна, и можно было по железной дороге сообщаться с этим Приднестровьем. Сейчас нет. И, соответственно, как и следовало ожидать, Приднестровье превратилось в такой загон социалистических ценностей, или рефугиум, или заповедник, где понемножку отставало от той же самой Молдовы, от той же самой Румынии, которые двигались более или менее успешно, с большими или меньшими проблемами в Евросоюз. Но путинские стратегии, они же мыслят мир, отвечая на ваш вопрос, как они это воспринимают, в военных терминах. Они люди, воспитанные в военных школах, они хорошо понимают, что такое стратегический баланс, они хорошо понимают, где надо держать силовые органы. Это у них отлажено со советских времен. А вот для чего держать там контроль? Вот этот вопрос всегда оставался открытым. Если бы военный контроль приносил процветание этим территориям, то вряд ли бы они так стремились на проклятый Запад. Вряд ли бы на Запад стремилась Чехословакия в 1968 году, Польша в 80-м, скажем, Венгрия в 1956 году. Вряд ли бы три страны Балтии кинулись, сломя голову подальше от Москвы, опять же, в европейском направлении. Проблема в том, что да, захватить территорию, поставить ее под военный контроль, это эти люди умеют, а сделать эту территорию процветающей, завидной для соседей в качестве условий жизни, в качестве там, условий самореализации граждан, в качестве технологических центров развития. Это не получается, потому что это сметой не предусмотрено. Их задача поставить там военную базу и держать эту территорию под военным контролем и, соответственно, с нее стричь купоны в свои советские или начальнические карманы, рассказывая людям про достижения социализма, про ужасы капитализма и так далее. Это отработанный старый вариант. Но вот сейчас, значит, это Приднестровье начинает задыхаться в вполне понятных условиях, потому что самостоятельно выходить на мировой рынок ему трудновато. В свое время это была отдушина для незаконной торговли советским и еще российским оружием по всему миру. Оттуда шли корабли из Черного моря в Африку и куда угодно. И это было такое окно для, опять же, крупных московских чекистов с помощью более мелких приднестровских чекистов для торговли тем, что мировое сообщество считало запретным. Такой пиратский анклав, скажем так. Отмывочный такой хаб, да. Да, перевалочный момент. Ну, естественно, там те, кто эту территорию контролировали, они с нее уже и кормились, и, соответственно, вот достали даже несчастного президента Медведева. Кончилось это, естественно, ничем. Там сейчас примерно тот же самый режим. Ну, может быть, люди вспомнят про такой футбольный клуб, который назывался «Шериф». Это, опять же, монопольное подразделение вот этих самых руководителей. Ну, то есть они создали
коммунизм для себя. Они контролируют эту территорию, они давят там любой протест, они что-то там продают, развивают, прибыль дают, кладут себе в карман, ну а люди живут как при социализме. Там довольно поганая обстановка была, в смысле уровня жизни, и остается. Ну, и, собственно говоря, она и в Молдове не блистательная, но там есть перспектива, там понятно, что они видят, как Они идут в будущее, да. да, они видят, они сравнивают Румынию, например. Румыния была очень бедной социалистической страной. Сейчас она не стала очень богатой, но она стала значительно лучше жить. А Приднестровье нет. Поэтому, ну, Молдова тоже хочет, как Румыния, она хочет двигаться к Европе, к европейским ценностям, к Европейскому Союзу. А Приднестровье у нее камень на шее, потому что отказаться от него она не может, контролировать его она тоже не может. И это опорная точка для российского, путинского милитаризма. И поэтому, когда господин Минникаев, кажется, генерал такой по фамилии Рустам, что-то такого, вот Минникаев, стал говорить, что целью украинской операции является проложение сухопутного коридора уже не до Крыма и даже не до Одессы, а прямиком до Приднестровья, он просто озвучил вот те самые мечты влажные, которыми жила путинская вертикаль. Опять же, им хочется установить контроль, а дальше это не их забота, а дальше, как в ДНР, ЛНР, люди будут работать, местные начальники будут воровать, Да. и все отлично. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а чтобы вот формализовать прям это, задам вопрос ребром. Путин считает Приднестровье своей территорией? Он считает своей территорией все, что он может взять под военный контроль. Вот это первое правило советского и постсоветского экспансионизма. Если удастся сожрать, конечно, проглотит. И объяснит, что это исторически российская земля, что там Суворов Рымникский завоевывал эту территорию, что она обильно полита русской кровью. Он найдет, что сказать. Вопрос только в том, есть ли ресурсы для того, чтобы проложить туда эту сухопутную дорогу. Вообще говоря, в официальных заявлениях Приднестровье не фигурировало. Вот только вот господин Минникаев, там какой-то политрук бывших, нынешних российских войск на Украине, он вот позволил себе такую формулировку, что мы, мол, и туда хотим пройти. Вряд ли они туда пройдут, я так думаю, это слишком сопряжено с большими затратами. Но для вдохновения, так скажем, постсоветского патриотизма это вполне работает. Люди до сих пор думают, что чем страна обширнее, тем она богаче. На самом деле ровно наоборот, потому что тем больше военных надо содержать на этой территории, тем больше надо тратить бюджета на поддержку вооружений и так далее. Но силовиков эта логика очень устраивает, потому что им нравится, когда военный бюджет растет, потому что они чувствуют себя увереннее, богаче и сытнее. Так что, да, Приднестровье, я думаю, сейчас в голубых мечтах это часть Российской Федерации. И то, что сейчас там происходит, очень похоже на провокации с целью объяснить. Тот же самый Минникаев, кстати, от большого ума оговорился, что надо идти на Приднестровье, потому что там притесняют русское население. Это довольно смешно звучит, потому что Приднестровье всегда было пророссийской территорией, и там всегда были поставленные Россией начальники. Кстати говоря, русских там не так уж и много, в основном там все-таки украинцы, молдаване, гагаузы рядышком и так далее. Но есть и русские, конечно. И, в общем-то, они притеснены, как и в любых местах, где руководят страной ставленники ФСБ. Будь то Абхазия, будь то Южная Осетия. Там как бы решены национальные проблемы. Там есть база для опоры силовиков, но базы для развития индустрии, для развития технологий, для реализации человеческого потенциала там нет и не будет. Собственно говоря, это сценариями не предусматривается. Ну, что там у нас такого блистательного произошло в Абхазии?
что такое, какие технологические прорывы наблюдаете в Южной Осетии или в ДНР, ЛНР. Ну, естественно, они это все сваливают на то, что кругом враги, нам не дают развиваться и так далее. Поэтому нам надо захватить еще новые территории, чтобы у нас было еще больше врагов, и чтобы нас еще сильнее душили. А мы бы рассказывали про нужды русского мира. Это все для человека, который жил в советские времена, знакомо до боли. И, в общем, абсолютно бесперспективно, к сожалению. Но пока кремлевские стратеги эту простую истину осознают, они успеют пролить ведра своей и чужой крови. Собственно, своей кровью они не очень жертвуют, а вот кровью подчиненных народов с удовольствием. Да, и мы это видим во всем масштабе прямо сейчас. Да, нет ничего страшнее для русскоязычного населения, для русских, чем, собственно, как раз само российское руководство, потому что, вот, например, от русскоязычного Мариуполя, когда-то во многом пророссийского города, не осталось практически ничего. И гигантское количество погибших. Слушайте, по телевизору же рассказывают, что это укрофашисты разбомбили. Вот да, укрофашистам больше и заняться нечем, кроме как наносить удары по своим собственным городам. Да, до 24 февраля чего-то не бомбили, а потом что-то решили всю Украину разбомбить, сами себя. А они такие, они тогда что с них взять-то, да? Нацисты, одно слово. Не то слово. Вы знаете, в этом контексте, конечно, очень интересно о том, понять вообще, как это все видится со стороны российского руководства, потому что, когда я услышал про планы на коридор к Приднестровью, да, я подумал, они что, обезумели? Не в человеческом смысле, да, мы уже поняли, эмпатии там нет, вот этого желания развиваться, есть желание постоянно захватывать что-то и под это тратить большие деньги, потому что, несмотря на то, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР денег на людей не было, но при этом Бородай-то себе в Дубае квартирку купил и отлично себя чувствовал, как и все остальные ставленники на этих псевдотерриториях. И у меня вопрос возник скорее с точки зрения военной, потому что мы наблюдаем 2 месяца, с одной стороны, за ужасами этой войны, да, гибнут огромное количество людей, причем как со стороны Украины и мирных граждан и военных, так и со стороны России военных, но при этом с точки зрения военного успеха, мягко говоря, все совсем не гладко у России. Мы видим это и официально отход с определенных направлений, и неофициально с этих боев. Но на днях вышла публикация Financial Times, где говорится, что Владимир Путин настолько уверен в том, что все идет хорошо, и ему сообщают, что настолько широки успехи российской армии, что он даже больше не рассматривает вопрос переговоров, что ему кажется, что теперь нужна большая масштабная победа, и у него получится. Как вот этот лаг информационный получается, то есть, понятно, это было, окей, в первые 2 недели, да, придумали себе, что будут встречать с цветами, придумали себе, что все быстро возьмут, за 72 часа Киев, видимо, за неделю весь мир и прочее, прочее. Но прошло 2 месяца, гробы приезжают, то есть минимум 2 мертвых генерала, огромные потери техники, что даже советскую технику уже расконсервируют. Каким образом удается, не знаю, Путину оставаться, по крайней мере, если верить различным источникам, оставаться в этой убежденности, что все идет по плану и все идет хорошо? Понимаете, Путин обречен оставаться таким победоносным заявителем о том, что все идет хорошо. Он все-таки не глупый человек, он понимает, что ничего хорошего там не происходит. Косвенно об этом свидетельствует, во-первых, назначение нового руководителя военной операции. Обычно, если все хорошо, то оставляют действующего, потому что он добивается успехов. Стало быть, успехов нет, коль скоро позвали господина Дворникова. Но Путин, как фронтмен этой структуры со своими геополитическими, как они их называют, интересами, заимствованными из XIX века, потому что в 21 веке геополитика площадей или территории не работает, а работает геополитика потоков. Финансовых, технологических, информационных, людских, каких угодно. Но совершенно не надо контролировать какую-то территорию для того, чтобы извлекать из нее выгоду. Это логика позапрошлого века, которую реанимировал товарищ Сталин для Советского Союза. И в результате Советский Союз сел на шпагат между материальными требованиями объективными и этой идеологией экспансии. Он вкладывал огромные ресурсы в военно-промышленный комплекс, а в результате надорвался, пупок у него развязался из-за внутренних
проблемы. Но понятное дело, что люди это объясняют предательством, ударом в спину, чем угодно еще, но только не тем, что, в принципе, вот сама концепция Советского Союза была не жизнеспособной, о чем давно, в общем-то, предупреждали. Вот и здесь то же самое. Путин, еще раз скажу, фронтмен. Он выступает на сцене, он провозглашает лозунги, он вдохновляет народные массы, он рассказывает им, что все идет по плану. Ну, тут возникают некоторые непонимания и сомнения. Если это такой умный план, то, видимо, он предусматривал затопление флагмана Черноморского флота в Черном море. Видимо, этот план, такой умный, предусматривает более чем двухмесячное вождение хороводов на чужой территории, остервенение всего окружающего мира, который на Генеральной Ассамблее ООН абсолютно большинством голосов осудил российское вторжение. И сегодня господин Гутерриш, кстати говоря, это подтвердил довольно вежливо, но жестко позицию ООН по отношению к этой украинской кампании. Но если Путин скажет, что, извините, мы тут слегка нахомутали, как говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин, то это для Путина и для его статуса фронтмена конец. Это значит, что Акелло промахнулся, это значит, что Акелло просчитался. А такие политические режимы, как у Путина, они в значительной степени, собственно говоря, на 100% уже персоналистские. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Поэтому если вдруг окажется, что Путин слабак, не смог завоевать, то рушится вся концепция мира. И все те люди, которые в количестве 70% его искренне, по-видимому, или с некоторой натугой поддерживают, окажутся в положении, мягко говоря, дураков. Поэтому и Путин должен делать победоносный вид, это его функция. И те, кто его поддерживает, должны делать победоносный вид. И они должны продолжать войну до победного конца. То есть до той поры, когда их окончательно разобьют. Потому что Путин эту войну уже проиграл. И то, что они рассказывают про Приднестровье, это просто пустая пропагандистская брехня, потому что у путинских войск не хватает ресурсов закатать в асфальт Мариуполь. Они его разрушили, но взять не могут до сих пор. Неделю назад было сказано, что 3-4 дня и все, проблема будет решена. Нет, не удалось взять ни Киев, ни Харьков, ни Одессу не удается взять. Хотя там в основном живут как раз русскоязычные люди. И, кстати говоря, они неплохо себя там чувствовали, судя по тому, что они с отчаянием и с мужеством обороняют свои территории от российского агрессора. Поэтому защищать русских людей в Харькове, в Одессе, в Днепре и тем более в Мариуполе, лучше было бы об этом помолчать. Они гораздо лучше и увереннее себя чувствовали в составе суверенной Украины. Лучше, чем чувствуют себя русские люди в ДНР, ЛНР, где безработица, где там они живут при российских ценах с зарплатами в 2 раза ниже российских и так далее. Но одно дело неприятная реальность, другое дело победоносное виртуальное пропагандистское пространство, где мы впереди планеты всей поднимаемся с колен и вдохновляем широкие трудящиеся массы. Советский Союз тоже неустанно вдохновлял широкие трудящиеся массы, пока не развалился. Неустанно вдохновлял, а потом устал. Дмитрий, скажите, пожалуйста. Надорвался, да. Скажите, пожалуйста, я солидарен с вашей оценкой, что Владимир Путин очень не видит для себя возможности отступления, да, и признания, хотя на самом деле с рациональной точки зрения, чем раньше бы он из этой войны вышел, а лучше бы не вступал, да, тем больше бы возможностей у него осталось, там что-нибудь придумать. Нет, как только он вступил, уже отступать было нельзя, потому что это будет знак того, что Акелло недееспособен. Акелле надо идти вперед, и до тех пор, пока его не остановят прямой военной силой, пока не уничтожат его ресурсы, он будет лезть вперед, расходуя человеческие жизни, расходуя бюджетные средства, все что угодно расходуя, потому что ему надо нарисовать победу. В конце концов, он ее и нарисует. Даже если сейчас остановится,
дальше не удастся продвинуться войскам, все равно по телевизору покажут освобожденный Мариуполь, который будет выглядеть примерно как Дрезден после бомбардировок со стороны Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны, или как Хиросима после бомбардировок со стороны Соединенных Штатов в 1945 году. Но он это назовет победой, и это будет очень важно для него. А если еще и Приднестровье, то это вообще просто замечательно. До Приднестровья дойти надо, да. На это просто не хватит ресурсов. А язык-то он без костей. Это правда, и я ровно про это и говорю, что, условно говоря, до потопления крейсера «Москва» продавать победу проще, чем после. До гибели там, от 15 до 20 тысяч солдат продавать победу проще, чем после этой гибели, то есть чем дольше идет война, тем сложнее, наверное, конкретным людям будет продать это, но абсолютно понятно, что он будет пытаться продавливать дальше. Вот здесь встает такой вопрос, который я вам хочу задать. Чтобы продавливать это дальше, чтобы пытаться хоть что-то делать дальше в Украине, нужна мобилизация. Ресурсы кончаются, причем людские, технические, финансовые, и разговоров о мобилизации все больше. Мы это видим и среди лояльных Путину, пропагандистов, и среди нелояльных, там, вроде того же Стрелкова, да, но тоже пропагандистов, мы видим, что разговоров о мобилизации все больше, и математически получается, чтобы действительно куда-то там идти дальше, да, нужно привлекать все больше и больше людей, которых можно взять, только мобилизуя людей. Как вам кажется, во-первых, что останавливает от мобилизации, потому что разговоры об этом мы слышали еще 4 марта, а во-вторых, может ли нынешний российский режим на это пойти, или есть какие-то риски, которые его остановят? Риски, понятно, есть. Если бы не было рисков, они бы давно провели эту мобилизацию. Но путинский режим, он ведь не однороден внутри себя, и там есть вполне вменяемые люди, например, тот же самый Собянин, который при полной поддержке Владимира Путина понимает, как устроен приданный ему под руководство город Москва. Поэтому из Москвы туда людей воевать не бросают. Насколько я понимаю, не более 3 сообщений о том, что кто-то из москвичей погиб в Украине. И, по-моему, десяток из Петербурга. А все остальные 1000 людей – это из провинции. И это, опять же, чисто советская модель, когда люди гибнут, матери плачут, но страна об этом не знает. Вот я был современником афганской войны, там погибло 15 тысяч человек и ранено, по-моему, 45 тысяч человек российских, не считая сотен тысяч уничтоженных афганцев. И все равно войны победить не удалось. Представить эту войну победой, никак не удалось. Хотя сейчас нам объясняют, что если бы продолжили, то мы бы, конечно, победили. И какое было бы счастье, у нас под контролем было бы еще одно исламское государство. Мало нам на нашу шею одной Чечни, которая съедает 300 миллиардов рублей, по сообщению господина Кадырова, в год. А я напомню, что пенсионная реформа должна была сэкономить бюджету, по данным господина Силуанова, 250 миллиардов рублей в год. Так вот, все то, что было затеяно ради сокращения вот этих выплат в пенсионный фонд, продления работы и, соответственно, сокращения пенсионного возраста, все это было благополучно сожрано господином Кадыровым и его приснами. Опять же, та же самая вполне понятная мафиозная, коррумпированная черная дыра. У нас была бы еще одна такая дыра размером с Афганистан. Там все равно пользовался бы огромным влиянием растущий исламский фундаментализм, а России приходилось бы тратить административные ресурсы, людские ресурсы солдат для того, чтобы эту территорию контролировать. Что это дало бы нашей с вами родине, я себе представить не могу. В гробу этот Афганистан все развитое человечество видало, включая Соединенные Штаты. Но вот логика геополитики площадей заставляет наших начальников заниматься этой самой бессмысленной, беспощадной экспансией. А возвращаясь к мобилизации, к мобилизации, конечно, действующими военными ресурсами Украину не сломать. И это уже становится понятно. Каждую неделю она получает новые виды вооружений и будет их получать. Каждую неделю она наносит ущерб
там уже, ну, как минимум 500 танков, а сама украинская сторона говорит про почти 900 танков российских уничтоженных, десятки самолетов сбито. Я уж не говорю про человеческие жизни. Человеческая жизнь у нас в стране стоит недорого, тем более, что пацанов берут из какой-то глухой провинции. Дагестан в основном, Бурятия, где, опять же, трудно ожидать какого-то сплоченного действия матерей, у которых угробили детей. Но если пойдет массовая мобилизация, это будет прежде всего знаком того, что Путин не справился. И это все понимают. И это, конечно, повлечет за собой огромное число негодования, потому что одно дело рассылать цинковые гробы в тихую провинцию, и другое дело рассылать эти же самые гробы, как это называется, там, похоронки, в территории, где люди более продвинутые, более независимые, более связанные с информационными сетями и так далее. Поэтому, да, есть сдерживающий элемент для мобилизации, и он называется социальный протест. Путин не хочет мобилизации, он требует от своих генералов, чтобы они решили эту проблему вверенными им средствами. Средств, кстати говоря, вверено было до хрена и больше, потому что, ну, понятно, что Россия там, по сравнению с 40 миллионами, меньше, чем с 40 миллионами украинского населения, в России все-таки 145 миллионов, а армия российская, ну, примерно в 5 раз мощнее армии Украины, и то, что она не справляется, это совершенно чудовищный когнитивный диссонанс для Путина. А она таки не справляется, что бы там нам по телевизору не рассказывали. Да, идут бои, да, ну, продвижение и расширение зоны контроля всерьез мы не видим. Взять в окружение войска Украины на Донбассе не удается. Да я уже говорил, что даже Мариуполь, который в стальном кольце уже практически 2 месяца, до сих пор живет и сопротивляется. Так что про мобилизацию, если говорить, генералы требуют этой мобилизации, но им всегда нужно. Вот ужас весь в том, что это модель со сталинских времен, хотя заточена на войну и на экспансию, ведет войну не умением, а числом. Тут даже и обсуждать нечего, потому что Советский Союз был страной, которая больше всех человеческих жизней положила на полях Второй мировой. Больше, чем проигравшая Германия. Ну и я уж не говорю, что на порядок, больше, чем на порядок. В Соединенных Штатах было потерь около 500 000, а в Российской Федерации, или тогдашнем Советском Союзе, было 27 миллионов. Товарищ Сталин, естественно, на голубом глазу врал трудящимся про 7 миллионов потерь, занижая свои потери ровно в 4 раза. Ну, так вот, там понятно, что Соединенные Штаты чуть попозже подключились, но тем не менее все равно соотношение оно драматическое. Да. Воевали деньгами и оружием. Да. А наши воевали человеческим ресурсом. Чем богаты, тем и рады. Вы знаете, сейчас то же самое. Да, свежие исследования, да, Медиазона, извините, что я прерываю, просто она буквально иллюстрирует тот тезис, о котором вы говорите. Медиазона собрала большое количество открытых данных по тем, кто погиб сейчас в войне с Украиной со стороны России, и там видно, что буквально служба в армии, контрактная сейчас в России, это налог на бедность. То есть это люди из депрессивных регионов, которые не от хорошей жизни идут в армию. То есть это не как должно быть, да, условно говоря, что в армии самые талантливые, которые могут принимать сложные решения, да, которые могут действовать самостоятельно на поле боя, а это буквально люди из депрессивных регионов, без перспектив, без образования, которых вот так заманивают условно деньгами и пайком и кидают просто как пушечное мясо на амбразуру. Ну, и это тоже наследие светлого прошлого, потому что если вы родились и выросли где-нибудь в глубинке на периферии, у вас нет никаких шансов выбиться из отчаянной бедности, кроме как идти служить в государственную структуру. Там нет частного бизнеса, там нет никаких альтернатив для тебя. И, соответственно, местные идут служить или в ментовку, или по
контракту в армию. Мечта – это попасть в ФСБ, потому что тебе дадут квартиру, тебе дадут погоны синие и приподнимут тебя. А Москва, Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск – это все-таки продвинутые территории, и там есть где заработать деньги помимо государевой конторы. Советский Союз, он был монополист на рынке труда, и работать можно было только на государство, то есть только на номенклатуру партийную. Сейчас в развитых частях страны это уже не так. Все-таки частная собственность, рыночная экономика, там появились возможности зарабатывать себе на хлеб, не служа вот этой самой партийной номенклатуре. В отличие, скажем, от той же самой территории Приднестровья, там ты или работаешь на этот самый шериф, условно говоря, или ты нигде не работаешь и сосешь лапу. Так вот, вот эта вот нищая, безнадежная, бесперспективная глубинка всегда и была источником боевой силы для советских и постсоветских вождей. Правильное развитие страны было бы предоставить этим людям образование, там, возможности профессионального роста и так далее и тому подобное. Но Советский Союз предпочел потратить чудовищное количество денег на войну в Афганистане и получил 15 тысяч покойников, 45 тысяч изувеченных, хотя на эти деньги он мог бы дать им 5, а может быть 3, я не знаю, блистательных высших образований где-нибудь в Оксфорде, вот этим погибшим. Нет, он предпочел их там положить. Непонятно ради каких целей. То есть ради того, чтобы помыть сапоги в Индийском океане. Владимир Вольфович Жириновский это нам хорошо объяснил. Сейчас то же самое. Что Путин забыл на Украине? Вот эта страна, которая демонстрировала экономический рост выше, чем путинская Россия. Это страна, которая сделала ясный выбор в сторону европейских ценностей. И именно поэтому ее надо было уничтожить, потому что если бы у них получилось, а у них получалось, то это был бы пример для всей России о том, что путинская вертикаль недостаточно эффективна, а вот эта многократно оболганная западная демократия дает людям возможность чувствовать себя увереннее и лучше, что принципиально это просто разрушает всю идеологическую конструкцию, которая оправдывает существование путинского режима. Украина должна быть уничтожена. Экономически ее уничтожить не удавалось, поэтому Путину пришлось двинуться на военную авантюру, в которую он влез и из которой, как мы с вами уже обговорили, вряд ли он может вылезти. Он будет все глубже и глубже погружаться в этот коридор, где у него практически уже не остается никаких возможностей. Только вперед, пока его не кончат. Только вперед к Владимиру Вольфовичу Жириновскому слушать песни Кобзона. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы знаете, у меня вот соображение, которое меня долго, не то чтобы мучило, но на котором я долго размышлял. Значит, когда были выборы в Госдуму последние, да, после того, как они прошли, и после того, как мы... Вы сейчас, уважаемые зрители, сейчас поймете, к чему вопрос. Это не просто какие-то случайные воспоминания из прошлого. Значит, после того, как они прошли, и Владимир Путин дал понять, что больше нет каких-то игр в демократию, да, рекордные фальсификации, отсутствие даже попытки сделать вид, что, значит, где-то процесс честный. Даже в Москве, где там все наибольше наблюдали за всем, да, там просто взяли, поменяли и избрали единороссов таким образом. После вот этой трансформации и ухода от хотя бы симуляционной демократии было ощущение, что это очень надолго все, потому что оппозиция закатана, независимые СМИ разгромлены, значит, никакой даже симуляции демократии нет, что там, значит, кто требует во власти плевать и прочее, и прочее. Казалось, что мы приходим к какой-то цементировке режима, и даже экономисты, тогда включая там Сергея Гуриева, очень всеми уважаемым, в том числе и мной, выпускали доклад «Застой 2.0», говоря о том, что с российской экономики не будет сильно лучше, но и не будет сильно хуже. Будет как-то вот средне, будет это все продолжаться. И таким образом мы подошли к 24 февраля, когда, опять же, не было понятно, откуда к Путину могут прийти проблемы. Ну, то есть вот глобально, что может пошатнуть ту вертикаль, которую он выстроил. И после 24 февраля
было создано самими руками Путина огромное количество вещей, которые по нему теперь бьют. Это и санкционное давление на его окружение, экономическая пропасть, в которую катится Россия, похоронки, которые приходят к российским гражданам, ну и в целом там кадры уничтожения другой страны, которые тоже впечатляют людей. Мы видели в начале войны, когда не было репрессивных законов такого масштаба, люди тоже этим были недовольны. И кажется, сложилось у меня, по крайней мере, ощущение, что Владимир Путин своими действиями вот этот вот почти зацементированный режим, который он создал, он очень сильно его начал шатать. И теперь вероятность того, что режим Владимира Путина упадет, причем в весьма обозримом будущем, как будто сильно выше, чем была до начала войны. Скажите, пожалуйста, это я просто пытаюсь искать хоть какие-то позитивные моменты во всем происходящем ужасе, и у меня это такой wishful thinking, или действительно есть ощущение, что как-то вот это вот вертикаль накренилось, и хотя бы мы теперь видим какие-то точки, которые могут привести к его концу, его, как и Владимира Путина, так и режима, который он выстроил. Ну, у меня есть как минимум два соображения, которые можно было бы назвать даже возражениями. Первое. Путин сильно повысил свой рейтинг. Вот это, естественно, научный факт. У него было 3 волны популярности, все 3 были связаны с войнами. Чеченская, грузинская и Крым наш. Ну, тогда уже было понятно, что в конце этого пути будет катастрофа. И такие люди, как я, об этом говорили. Ну, и вы, может быть, вы помните, что для кого-то Крым наш, а для кого-то нам крыш. Так говорили в те времена. Ну, вот теперь действительно нам крыш. Но в локальном, вот в сиюминутном состоянии у Путина рейтинг не бывало высок. Ну, не бывало за последние лет 5. Я напомню, что каждый месяц Левада-центр, которого обозвали иностранным агентом, что свидетельствует о его непредвзятости, опрашивает людей по стандартной выборке по одной и той же теме. Дела в стране идут в правильном направлении или нет? Так вот, в декабре 47% говорили, что дела идут в правильном направлении. Это не значит, что 53% говорили, что в неправильном, потому что некоторая часть людей воздерживалась. Но все равно меньше половины. А уже в январе 50%. А уже в феврале 52%. А уже в марте, когда развернулась вот эта войсковая операция, подскочила эта цифра до 70%. То есть практически 3/4 уважаемых соотечественников думают, что Путин действует правильно, начав эту самую войну. Так что у него был свой резон начинать. Вот милитаристская мобилизация – это, если будет маленькая победоносная война, она очень сильно поддерживает политический рейтинг. К сожалению, для Путина война не стала ни маленькой, ни победоносной. И теперь мы совершенно другую имеем перед собой ситуацию, которая в течение характерного времени, измеряемого месяцами, очень легко перейдет в свою противоположность. Я напомню, что в 1914 году, когда царь-батюшка от большого ума объявил мобилизацию, что приравнивалось к объявлению войны ради защиты православных сербов, сейчас мы это все делаем ради защиты наших русскоязычных братьев ДНР, ЛНР, втянул Российскую империю тогдашнюю в войну, и первые полгода российский народ восторгом заходился. И были совершенно искренние массовые шествия в поддержку государя-императора, крестные ходы. Всякие буржуазия местная из провинции писала письма поддержки, восторга. Россия поднималась с колен. Вот это была военная мобилизация. И уже через год это все стухло. Война стала повседневной, тяжелейшей обыденностью, люди гибли, хотя они гибли в гораздо меньших количествах, чем во время Второй мировой войны. Всего потерь в Первую мировую войну у царской России было менее 2 миллионов человек. Демографы оценивают 1,8, 1,9 миллионов человек. И напомню, что во Второй мировой войне Сталин положил больше, чем в 10 раз больше жертв. Вот. И ничего, что характерно, потому что при царе все-таки имелось
более или менее свободная пресса, которая писала о том, что что-то не так, что побед-то не так уж много. И в 17 году вот эта самая империя, которая таким медведем поднялась с колен и победоносно шагнула в Европу, развалилась, слиняла в 3 дня, как написал Василий Васильевич Розанов, который не был сторонником революции. В 3 дня слиняла. Так вот, я думаю, что здесь вопрос тоже месяцев. Сейчас бурный период патриотических восторгов, а к лету, или, может быть, к осени, потому что летом люди разъехались по шестисоточным участкам, сажать картошку, цветочки выращивать. Они вернутся осенью на работу, а рабочего места нет. Или зарплата снижена, или неполная рабочая неделя, а цены поднялись. Санкции начнут себя проявлять. Они начнут, просто они медленно работают. А при этом появятся гробы. И если при этом не будет победы, хотя бы виртуальной, которую можно по телевизору показать с помощью господина Соловьева, то возникает вопрос у уважаемых соотечественников, а ради чего? И здесь начинается вот тот самый непредсказуемый вариант. Я думаю, что Путин не хотел ни в коей мере потрясти основы. Наоборот, у него создалось ощущение, конечно, что он контролирует ситуацию, что он царь горы, он полностью обеспечил контроль над политической внутренней жизнью. Кто надо на выборах, тот и побеждает. Куда надо, деньги туда и идут. Армию обновил. А Европа старая, дряхлая, толерастическая, педерастическая, обабившаяся, воевать не готова, струсит и так далее. Байден старый дурак. Ну, вы эту всю пропаганду не хуже меня знаете. А мы, наоборот, у нас армия могучая, мы ее обновили, у нас ракеты летают со скоростью 27 махов. Вот и все нам показывали по телевизору. И здесь Путин совершил, с моей точки зрения, гигантскую ошибку. Он переоценил себя и решил оставить свой след в истории как собирателя земель русских. У него было ощущение, что все под контролем, все схвачено, враг испуган. И здесь важно продемонстрировать решительность. Они струсят, поднимут руки, Украина будет разбита, присоединена, и в исторических документах и хрониках Владимир Путин останется как Владимир Красное Солнышко, который объединил украденные у России ее святые территории. И люди, большинство, до сих пор так думают. И их никакими словами не переубедишь, потому что они смотрят этот самый телевизор, где им говорят совершенно противоположное. Но есть такая вещь, как объективная реальность. И вот весь путинский режим, он построен на отрицании объективной реальности. Объективная реальность заключается в том, что Путин не смог построить привлекательную социально-экономическую модель. Не смог. Зато он смог построить такую псевдосоветскую вертикаль власти, в значительной степени опирающуюся на мобилизационную патриотическую риторику. Ну и грех было не воспользоваться вот такой благоприятной ситуацией. И он, очертя голову, полез. Я думаю, что он сейчас сам не очень этому рад, честно говоря. Почти уверен. Но обязанность, в чужую голову не впрыгнешь, но он обязан изображать победы. И он их как может изображает. И вся царская свита тоже говорит, что мы поднимаемся с колен победоносно и так далее, и так далее. Но это была ошибка. Это хуже, чем преступление. Про преступление мы не говорим, это все в Гаагском суде будет оценено. А это была ошибка стратегическая, потому что вместо того, чтобы развивать свои собственные территории, вкладывать деньги от тех же самых, от того же нефтяного и газового экспорта, в образование, в строительство городов, в развитие дорожной сети и так далее, он решил еще раз прокатиться на 4-й волне популярности и провести еще одну войнушку. Просчитался. Правда, не до конца понял, где у нас с вами расхождение, но в целом, действительно, очень хочется действительно верить в то, что этот просчет будет стоить Владимиру Путину и власти, и того кровавого режима. Понимаете, мне Владимир Путин достаточно понятен на протяжении последних 15 лет. Было понятно, что та лыжня, на которой он встал, идет под горку назад к совку, а совок, как известно, кончил жизнь на свалке истории. Мне не хотелось бы, чтобы моя страна там кончилась тоже. Но 100%.
мы не смогли его остановить, но у нас не было ресурсов, потому что были уничтожены государственные институции типа честных выборов, независимого суда, независимой прессы. И теперь мы целиком зависим от прихоти одного верховного мозга нашей страны. А прихоти у него неадекватные. Ну вот Это теперь мы это правда. все вместе будем расхлебывать. И делаем, что можем прямо сейчас. Спасибо большое. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами сегодня. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо, уважаемые зрители, которые наблюдали за нашим разговором. Не забывайте ставить лайки, комментарии писать. Это все я не для проформы говорю, а для того, чтобы действительно сейчас в условиях тотальной информационной изоляции, которую пытается создать Владимир Путин и его режим, для того, чтобы мы могли пробивать эту стену и доносить до людей, что действительно происходит. Ту самую объективную реальность, о которой говорит Дмитрий Орешкин. Подписывайтесь на канал «Популярная политика», поддерживайте нас всеми возможными способами, ссылка на эти способы в описании, и становитесь спонсорами этого YouTube-канала. Мы будем придумывать для вас отдельные какие-то плюшки и прочее, и прочее. И приходите сегодня на эфир в 19 часов, наша прямая трансляция, ежедневный стрим, который мы делаем всю эту войну для того, чтобы рассказывать вам о том, что происходит. А с вами был Майкл Наки и программа «Честное слово». Всего доброго, пока.